Очень часто тех, кого я консультирую, спрашивают, что же такое осознание, как прийти к нему, возможно ли вообще прийти к нему, просто выполняя какие-либо практики. Я попробую схематично объяснить свое отношение к этому вопросу. Что для меня это такое? Это все то, что нас окружает. Этот желтый лист– это схематичное изображение всех тех энергий, в которых мы пребываем. Назовите это высшим разумом, назовите это космосом, назовите это вселенской благодатью, как угодно. Для того, чтобы вот эта энергия могла наполняться, нужно определенно из всего пространства выделить какую-то точку, то есть обозначить ее точечно. В этой ситуации этой точкой являемся мы с вами. То есть это я, и это все то, что меня окружает. Физическая оболочка, энергетическая оболочка, различные ситуации, те, которые я в состоянии принять, воспринять своим сознанием, своим мироощущением, с той гранью, которая обозначена моим разумом. Вот в этой точке, в этой окружности все входит то же самое, что и входит во все вот это пространство. То есть, получается, вокруг меня созданы все возможные варианты развития событий. И тут, внимание, для того, чтобы мы жили и осознанно относились ко всему происходящему, что нужно сделать? Нужно из всего того, что меня окружает за моей оболочкой, сосредоточить внимание на себе, сосредоточить внимание на хотя бы тех органах чувств, которые нам поняты, открыты, то есть этих 5 знакомых нам органов чувств. Здесь нужно обратить внимание не на эгоистическое восприятие «я царь, я король, я властитель всего», а именно на ощущение внутри себя всего, что происходит вне себя, вне своего тела. Что происходит? Тем самым мы получаем чувственное восприятие всего того, что происходит, но обращаем внимание не на эти объекты, которые будоражат нашу оболочку, а на наше ощущение, на наше отношение к этому. Что происходит? Происходит некое расширение, то есть то расширение, которое позволяет нам все больше и глубже опознавать, фиксировать все эмоции, которые мы воспринимаем. Так вот, очень часто, задаваясь вопросом, как получить момент осознания, как повысить тот уровень осознания, получить доступ к той магии осознания. Еще раз говорю, первым шагом является осознание самого себя, принятие энергии, эмоций, которые нас окружают, результат, реакции всего того. Вот именно этой точкой, именно этим рождением мы пришли сюда для того, чтобы собрать вот все вот эти вот переживания, страсти. И здесь, внимание, маленький такой волшебный трюк. Если мы нацелены на минус, то есть мы греем в себе негативные темы, если мы позволяем себе как-то эмоционировать, обозначая или давая характеристику, или, иначе говоря, прицениваясь ко всему тому, что нас окружает, мы заряжаем свою атмосферу минусом. Если мы в любой ситуации, в любом моменте, это все, что касается соприкосновения с нашей оболочкой энергетической, физической и все остальное, умудряемся вывернуть все это со знаком плюс, то есть наше восприятие, оно имеет не ретро, а перспективный ход развития, то тогда мы наполняемся положительными. И тогда мы имеем возможность стать успешным и счастливым. То есть, получается, все то, что происходит с нами, в первую очередь должно быть сконцентрировано на наших эмоциях, на нашем восприятии всего происходящего. И только в этой ситуации мы сможем выбрать, в какую сторону нам развиваться и продвигаться дальше. Осознание приходит в тот момент, когда мы все, что происходит с нами по линейке событийности, анализируем не события, а нашу реакцию, наше отношение ко всему этому, наши эмоции. И умудряемся понять и принять тему, что все происходит к лучшему, все происходит. Почему возникла эта идея, да, что все, что с нами происходит, все происходит к лучшему, да, все происходит для того, чтобы мы поняли, насколько мы способны выйти из разных негативных жизненных ситуаций. Так вот, это все доступно, это все реально, это все возможно в том случае, если мы помним о том, что сюда пришли, появились этой точкой в этом бесконечном количестве пространства только для того, чтобы быть в состоянии осознанного понимания всего происходящего и реагировать на это с положительным исходом, с положительным видением, для того, чтобы можно было находиться в состоянии счастья и успеха. Конечно же, вариант, если мы находимся в минусе, он просто дополнительно к тем эмоциям и энергиям, которые бьют нас для того, чтобы мы выделяли какую-то энергию, да, для того, чтобы вот эта вот струна жизни, которая называется нашими оболочками, как-то вибрировала и как-то нас стимулировала для выделения энергии, для наполнения энергии, то в этой ситуации мы еще изнутри начинаем съедать себя, и ситуация с минусом, она еще и больше усугубляет наше негативное восприятие. Так что нам решать, пребывать ли нам в состоянии счастья и успеха, да, или продолжать кушать самого себя. Поделитесь своими впечатлениями.